Российская логистика занесена в Красную книгу. Кремль манипулирует мирными соглашениями, а НАТО проводит масштабные учения возле российской границы. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Австрийская партнерша Путина по танцу переехала в Россию. Очень искренне могу сказать, в России свободная. Россия действительно свободная страна. Польские фермеры на границе побили машины, предназначенные для ВСУ. Ну, конечно, это уже не первый случай, когда мы видим проблемы с переездом военной техники. Дмитрий Медведев рассказал о своих планах захватить мир без привлечения внимания. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, это важно. Не забывайте подписываться на наши каналы тоже. Поехали. Логистика оккупантов подвергается постоянным ударам. Главное управление украинской разведки отчиталось об уничтожении железнодорожного моста в Самарской области. Эта ветка использовалась для перевозки военных грузов, боеприпасов с завода «Полимер» в городе Чапаевск. Об этом пишет ГУР на своей страничке в Телеграм. Российские паблики пишут о подрыве опоры моста, и на ремонт может уйти несколько недель. Фото, опубликованные изданием «База», запечатлели еще один заряд, который не разорвался. Российские железные дороги уже рапортовали о перекрытии движения на этой ветке и о задержке поездов. ГУР продолжает работать, и теперь они рапортуют о взломе сайта Минобороны РФ. Киберспециалисты получили доступ к серверам министерства и говорят, что взломали шифр и получили массив документации, приказы, отчеты, доклады и подобное. В частности, вся служебная документация одного из заместителей Шойгу. Кремль манипулирует мирными соглашениями, так считают аналитики Института изучения войны. Там пишут, что Китай и Турция создают обособленные платформы для мирных переговоров и для урегулирования ситуации в Украине. А вот Москва использует их как раз для продвижения собственных нарративов. Президент Турции объявил о том, что его страна готова предоставить еще одну площадку для переговоров между Россией и Украиной. Российская Федерация на самом деле не настроена ни на какие конструктивные переговоры, ни на то, чтобы останавливать военную эскалацию против Украины. А единственное, на что заточена Российская Федерация, так это на то, чтобы удовлетворить все свои, скажем, политические амбиции. В том числе, скажем, затягивание процесса, вкиды информационные через собственные ПСО про необходимость мирных переговоров, про использование, может быть, даже и вслепую, например, китайских инициатив, тех же турецких инициатив и, может быть, других инициатив, которые предлагают свои площадки. Все это Россия перекручивает под собственным информационным соусом, что отображается, или, так сказать, они пытаются, чтобы это отобразилось в том, чтобы Украину меньше поддерживали, или как хотя бы, чтобы эта поддержка тормозилась по времени, да, за счет того, что где-то как будто вот проговариваются какие-то миротворческие инициативы. Путин готов к каким-то мирным переговорам в данный момент исключительно на своих условиях. Более того, он будет так или иначе продолжать или прямые, или гибридные эскалационные действия. В этом нету никаких сомнений. Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Ху прилетел в Москву днями, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Там он вместе с российским переговорщиком решил, что без Украины таки нельзя говорить о мирном процессе, и из Москвы он должен отправиться в Киев, а затем еще в несколько европейских столиц. Наибольшая угроза, конечно же, на странах Балтии,
Эстония, Литва, Латвия, и Финляндия, и Польша. Поэтому в данном случае, конечно же, прежде всего эти страны, и которые страны с ними граничат, в том числе и страны Восточной Европы, им объяснять не надо на самом деле, что Российская Федерация, как государство-террорист и спонсор терроризма, с ней невозможно договариваться при путинском режиме, что они постоянно будут эскалировать. А соответственно, единственным источником их безопасности будет помощь Украины столько, сколько, соответственно, необходимо. И в это время возобновлять, реанимировать свой ВПК и, так сказать, становиться сильнее, потому что пока, к сожалению, мне кажется, Европа точно не готова к прямому столкновению с путинской Россией. Но, как замечают аналитики института, даже несмотря на это все, российские официальные лица продолжают обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных инициатив. Масштабные военные учения НАТО стартуют в северных регионах Альянса в Швеции, Норвегии и Финляндии. В учениях Nordic Response 2024 примут участие 20 тысяч солдат из 13 стран. В основном они пройдут на территории Финляндии, и страна-новичок впервые будет представлена большим количеством войск. 4 тысячи финских солдат будут задействованы. Продлятся учения до 15 марта и пройдут на суше и на море. Протестующие на границе польские фермеры побили машины для вооруженных сил Украины и дальше блокируют технику на границе. В целом, критическая инфраструктура, к которой якобы должны были причислить пограничные переходы, как-то не справляется с возложенными обязанностями. Ну, конечно, это уже не первый случай, когда мы видим проблемы с приездом военной техники. Напомню, что уже фактически 5-й месяц продолжается вот эта блокада. В январе там несколько недель она прекращалась, но по факту все те трудности, которые привели к тому, что мы не имеем возможности экономически нормально работать и вовремя получать все необходимое для ведения боевых действий, это факт. Украинский профильный замминистра Тарас Качка заявил, что польские фермеры поняли, наконец, что их действия использует Россия в своих целях. Но, видимо, ничего с этим не делают. Да и, как мы видим, не совсем-то и поняли. Но буквально через несколько часов посольство Украины в Польше написало на своей странице в Facebook о том, что автомобили на самом деле на границе никто не бил. Эти автомобили привезли туда уже такими. И сейчас они находятся на территории Украины. И польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была показана во всех медиа. То есть очередной вброс получается. Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии переехала жить в Россию. Карин Кнайсель, это та, с которой Путин танцевал на ее свадьбе, решила построить дом на востоке страны и переехать туда. Гражданство пока менять не хочет. Говорит, Россия – свободная страна. Меня в 2020 году выгнали из Австрии, потому что меня, в общем-то, вы знаете, стали обвинять во многих вещах. И затем я переехала из Австрии во Францию. Во Франции я, конечно, на меня не показывали пальцем, как на гангстера, российского гангстера-шпиона, как, например, в Австрии. Очень искренне могу сказать, в России свободная. Россия действительно свободная страна. И я лично, я люблю свободу. Для меня это самое важное. И есть свобода мышления, есть в Санкт-Петербургском университете я работаю со студентами, 3-4 года я могу уже обсуждать какие-то факты со студентами. В Германии это невозможно сделать, в Австрии невозможно сделать. Даже если бы я в немецком университете сейчас преподавала, если бы мне предложили, я бы отказалась. Я предпочитаю работать с российскими коллегами, которые очень открыты, они очень зрелые в своем подходе, они берут на себя ответственность, мы обсуждаем все, мы обсуждаем различные факты, мы не эмоциональны, не особенно эмоциональны здесь в данном случае. Это свобода, первое. Второе, человеческое тепло. Дмитрий Медведев снова выдает стратегические планы своего командования. Теперь не только Одесса, Киев и Харьков, но и территория между этими городами исконно русская оказывается. В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией,
Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Украина – это, безусловно, Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину и ее население частью нашей общерусской цивилизации. Стендап Медведева на этом не заканчивался. Он в костюме пропагандиста Соловьева рассказывал о том, что границы России нигде не заканчиваются. Показывал мемы, и в целом выступление удалось. Чрезвычайная ситуация на Гаити. Там из крупнейшей тюрьмы возле столицы Порто-Пренса сбежали тысячи заключенных. Тяжело вооруженные бандиты заставили охранников отступить. Сейчас около 80% территории контролируются бандами. Правительство пытается взять ситуацию под контроль, вводит комендантский час и режим чрезвычайной ситуации. Лидер этого восстания, так называемого, заявляет, что главная цель – устранить премьер-министра. Беспорядки в стране время от времени вспыхивают, и начались они после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Сейчас со 2 марта на дежурство в Гаити должны были выйти сотни полицейских из Кении, но им тоже пришлось вызывать подкрепление. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Я жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно, ведь так нас с вами становится больше. Ну а у меня на эту минуту все. До встречи и хороших вам новостей.